Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так. Ваша тайная страсть. Стоит ли игра свеч? Ну, у нас будет три позиции. И, конечно, мы сегодня будем с вами расследовать вашу тайную страсть. Да? Значит, вы можете загадать мужчину или какие-то определенные отношения, а сигнификацию я буду делать на ситуацию между вами. Да? Что между вами? Что это за тайная страсть такая? Дальше мы посмотрим чувства этого человека к вам. Да? Как он к вам относится, как он вас видит, что он к вам чувствует. И, конечно же, да, посмотрим, что дальше. Что будет между вами в каком-то обозримом будущем. Да? То есть стоит ли игра свеч подразумевает понимание, куда вы идете с этим человеком, что он готов вам предложить, да, и как может измениться ваша жизнь в случае, если вы с ним разовьете какие-то отношения, да, они перестанут быть тайными. Ну, собственно говоря, об этом сегодня и поговорим. Двоечки, троечки идут в ожидание. Начинаем с единичек. Друзья, хочу напомнить вам о том, что на канале существуют тайм-коды. Некоторые пишут мне в комментариях, да, что они там что-то перекручивают, что Людмила, укажите, пожалуйста, как мне перейти там на вторую или третью позицию. Мои дорогие, всегда под каждым видео есть тайм-коды. Нажали и перешли. Это просто непреложное правило. И переходим, да? Переходим к вашей позиции. Итак, единички. Что между вами? Что между вами? Что это за отношения такие? Почему они тайные? Так, ну на сегодня вижу, что или очень-очень сильно поругались с этим мужчиной, вот, или что-то такое совершенно не складывается, да. Значит, что между вами? Человек здесь явно женат, и, скорее всего, вы здесь тоже замужем, да, то есть вы вообще не свободны оба, и именно поэтому ваша страсть такая тайная. Значит, вас может связывать работа, ну или какие-либо рабочие отношения. Ну, например, вы ходите к нему на тренировки, или он обращается к вам за медицинской консультацией. Да, такое как бы рабочее взаимодействие. Или вы работаете в одном коллективе, и вы коллеги друг другу. Значит, здесь что-то такое рабочее просвечивает. Значит, мужчина проявлял какой-то очень явный жезловый интерес к вам, пытался вас завоевать. Сначала пытался вам понравиться, очаровать вас, потом завоевать вас. Причем это было очень напористо, быстро, как будто бы, знаете, вот человек собрал всю свою страсть и на вас обрушил. Значит, но у многих, да, срослось, собственно говоря, то есть случилась какая-то близость, очень страстная, очень активная, очень яркая. Почему-то, да, эта близость впоследствии переросла в обидные слова. То есть у кого-то было такое, что вы все-таки сблизились, и контакт произошел у вас с этим мужчиной, и после этого начались какие-то выяснения. Может быть, вы оба очень страстные натуры, да, и мужчина начал чего-то от вас хотеть, требовать большего, или вы от него что-то стали хотеть и требовать большего. И здесь очень-очень много мечей, очень много обиды, друг на друга причем. Такое ощущение, что он вам что-то говорит такое неприятное, вы ему говорите неприятное. При этом ощущение, что вы даже мужчине делаете больнее, чем он вам.
Да, может быть, он вас чуть-чуть обидел, а вы его там по полной программе уже там, как говорится, оскорбили, так оскорбили. Вот, значит, с одной стороны, это какая-то судьбоносная встреча. С другой стороны, очень много боли в этих отношениях. Не только страсти, да, но и боли. И сейчас боль, обида, какое-то, знаете, попытка, наверное, отойти в сторону, да, игнорирование со стороны мужчины. Такое ощущение, что здесь мужчина даже пытается выставить вас в чем-то виноватой. Вот это все, оно уже перевешивает страсть. То есть первоначально, да, было очень большое влечение друг к другу, очень большое притяжение друг к другу, а сейчас остается все меньше и меньше положительных воспоминаний. Все больше вы думаете о том, как вам больно и как вам обидно. Вот, значит, у кого-то проиграется, что близости так и не случилось, что мужчина пытался, что-то такое намекал, куда-то вас вел, да, но потом отошел в сторону. Может быть, именно когда вы отреагировали, когда вы сказали, ну, ладно, хорошо, ты мне тоже нравишься, да, давай попробуем. И он такой, ой, нет, 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 а я вообще не про это, что вы там подумали, Валентина Ивановна, да, нет, 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 вы просто мой пациент, или вы просто, да, ко мне там обращаетесь, ходите, что-то вы там себе напридумывали. То есть здесь у многих проиграется вот этот вариант, второй, да, не было близости, явное стремление мужчины к вам, и когда вы реагируете, мужчина отморозился, и этим он сделал вам больно. То есть вот это преобладание мечей, причем таких сложных мечевых энергий, когда вы думаете, вы раните себя этими мыслями, вы чувствуете себя виноватой, зачем я ему навязывалась, наверное, я действительно что-то допридумывала себе, да, вот это может показываться сейчас картами, да, или первый вариант, или второй вариант. Итак, хорошо. Ваша тайная страсть. Посмотрим истинные чувства этого мужчины. Ведет себя неоднозначно. Что же он чувствует? И вашим, и нашим. Понимаете, здесь и вашим, и нашим непонятно, что он хочет. Чувствует сексуальное притяжение. Вы этого человека очень сильно возбуждаете. Вот прям возбуждаете, как женщина. Он не особенно рассматривает вас как человека, потому что основное чувство, да, основное ощущение – это именно возбуждение, это вожделение. Ну реально, вы для него прям какая-то невероятно сексуальная женщина. Вот именно сексуальная. И он очень радуется тому, что вы, возможно, замужем. И что он не свободен. Понимаете? Он очень радуется, что ваш статус относительно друг друга не позволяет как бы вам на что-то надеяться и не позволяет требовать от него чего-то большего. Человек хотел бурной сексуальной страсти, да, страсти, которая включает только секс. Никакой чувственности, связанной с сердцем, никаких вот этих, знаете, никакого такого сердечного томления, переживаний о будущем совместном. Это все у человека отсутствует. У него есть страсть, которая находится в определенном мужском месте, в его жезле. И все его мысли и фантазии на ваш счет, они исключительно в ту сторону.
в ту. То есть мыслят и фантазируют, как он вас где-то что-то там, да, как вы для него где-то что-то там делаете, но все это сексуальные фантазии. И только они. И радость от того, что не надо ей ничего предлагать, она же замужем, да, или, допустим, она прекрасно понимает, что я ничего ей не предложу, потому что я женат. То есть здесь такая, знаете, своеобразная позиция. Я не могу сказать, что здесь есть какие-то глобальные чувства, да, ну вот так, как я бы понимала чувства, да, потому что для меня это все-таки сердце, это любовь, это притяжение. Я не могу сказать, что здесь есть любовь, но то, что здесь есть очень сильная страсть в вашу сторону, животная страсть, когда человек готов вас просто сожрать, это 100%. То есть в его чувствах есть такая страсть. Также он очень боится ее проявить и очень хочет, чтобы инициатива исходила от вас. Возможно, именно поэтому он так себя и повел. То есть как-то вас, ну, знаете, отставил в сторону, отстранился, стал холодным, проигнорировал, поставил вас на место, как он думает. То есть это все для того, чтобы не видно было его инициативы, что страсть исходит от него. Он как-то хочет, знаете, сделать сальто в воздухе, чтобы вроде как это он вам понравился, и вы сами стали его завоевывать. Понимаете? То есть вот здесь мужчина хочет все перевернуть с ног на голову. Вот. И он воспринимает вас как некую кармическую встречу для себя, но его понятие, понимание, да, важности и кармичности этой встречи, потому что когда мы говорим о кармичности, да, это значит нечто очень важное пришло ко мне, что-то, что перевернет мою жизнь. Вот, значит, у него это тоже связано с сексом. Понимаете, как будто бы он такой типа, я никогда не видел женщины, которая бы меня настолько возбуждала. Вот ни одна из тех, кого я встречал, меня так не возбуждала. То есть даже понимание кармичности у него туда куда-то ушло. Это очень странно. Ну окей, хорошо. Давайте посмотрим, что между вами будет дальше, да, и стоит ли эта игра свеч вообще. Что он там готов предложить. Да. Лучше бы не предлагал, слушайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче говоря, что вас здесь ждет дальше? Вас конкретно ждет разочарование, пятерка пентаклей и башня. То есть этот мужчина может принести в вашу достаточно благополучную жизнь беду. Беду. Значит, почему? Потому что у него здесь одни намерения, а у вас другие. Как-то, вы знаете, он вас включил. Возможно, ваша жизнь до этой встречи была очень скучной, очень монотонной. Может быть, ваш супруг хороший, конечно, человек, да, но не дает вам какого-то импульса к жизни, не дает вам почувствовать себя сексуальной. Может быть, вы очень долго вместе живете, да, а этот мужчина, он включил в вас эту сексуальную тигрицу, включил в вас жезловую королеву. И вас вот прямо от него действительно как-то прет, понимаете? То есть у вас энергии моря, вы куда-то несетесь, у вас появилось какое-то, знаете, желание жить. И карты говорят нам, что у вас страсть к этому мужчине гораздо больше, чем у него к вам. У него сексуальное вожделение, а у вас страсть высокочастотная. Это не любовь, но это такое, знаете, притяжение, которое
тяжело остановить. Вы как-то, знаете, уже готовы что-то менять ради этого мужчины. Вы уже готовы ему что-то давать, ради него что-то делать. А он ради вас ничего не готов делать. Он готов только вот с писей со своей приходить. Да? Ты мне давай все, а я тебе писечку. Ну вот как-то так это выглядит, понимаете? И поэтому что вас ждет вместе? А если состоится этот контакт, близость, да, да вообще в принципе, вот даже если она не состоится, состоится, не состоится, да, для вас это провал. Для вас это провал, для вас это выход из девятки кубков в пятерку пентаклей и башню. Человек может разрушить вашу жизнь, разрушить вашу психику, разрушить вашу эмоциональную сферу. Этот человек вас очень сильно травмирует. Травмирует тем, что у вас разность восприятия друг друга. Да, вы его воспринимаете более серьезно. Он для вас более важен, чем вы для него. И, соответственно, вы больше открыты и больше отдаете. И пойдет такая нехилая откачка. Понимаете? Человек идет для легкости, для подтверждения своей значимости. Какой я мужик, да, и такую завалил. Вот из этой позиции он вас рассматривает. А вы почему-то как-то серьезно поверили в любовь, серьезно поверили в изменения своей жизни. Вот. Поэтому здесь я не вижу никакого будущего общего. Я вижу, что, конечно, он как собака на сене будет вас дергать, да, если вы отошли в сторону, отвернулись, иди обратно, да, как-то тянуть вас за вот эти ниточки, которые он к вам подсоединил. Но ему нечего вам предложить, он хочет играть, понимаете, он хочет играть. А вы очень серьезно относитесь к этому человеку. Поэтому здесь общего будущего никакого нет. Для вас это расстройство, для вас это внутреннее эмоциональное падение. И, конечно же, чтобы себя сберечь, не нужно так сильно верить в свое притяжение к нему. Понимаете? Не нужно. Если вы не готовы играть в его игру, лучше отойти в сторону. Поэтому здесь я могу 100% сказать вам, игра свеч не стоит. Стоит ли игра свеч? Называется наш разбор. Здесь игра свеч не стоит. Хорошо. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Что между вами? Что между вами? Тоже какие-то страдания, переживания, от которых вы уже устали. Угу. Может быть, и магия была. В отношении вас мог быть сделан приворот или наоборот отворот от него. Потому что парень женатый у нас. Так, значит, смотрите. Здесь мужчина женат. Вы можете быть свободным человеком. Вот, значит, ну, это не 100%, да, не 100%, можно так сказать. Может быть, и вы здесь замужем, да, может быть, четырехугольник. Здесь точно существуют третьи лица, да, просто более конкретно показывают, что вы вроде как свободны. Значит, очень интересная история. Вы на этого человека не обращали внимания. Вы могли быть знакомы в общей компании, вы могли быть знакомы по работе, ну, вообще, как угодно могли познакомиться, и вообще он вам никуда не зашел и не пришелся. От слова совсем. Так как он не свободен, так как он женат, вы его никак не воспринимали как мужчину. Друг и друг, да, знакомый и знакомый, коллега и коллега, ну и хрен на него. Но ни с того ни с сего, да, началось нечто. В вашей голове стали появляться мысли о нем. При том, что между вами, да, ничего такого нет. Просто внутри вас стали появляться эти мысли. Вы стали как какая-то сумасшедшая думать об этом мужчине. Он
Ну, то есть дошло до того, со временем, конечно, не сразу, дошло до того, что он не выходит у вас из головы. Он у вас там елозит в этой голове, как заевшая пластинка. Одно и то же, одно и то же. Вы не можете переключиться. Вы постоянно живете в мыслях об этом мужчине. Причем это надоедливые, зудящие мысли. Не как будто, вы знаете, не то, что вы думаете, что у него там происходит, да, о чем он думает. А вот одна и та же мысль какая-то елозит, елозит, елозит. Вы вот прям не можете от этого освободиться. Вот, значит, у нас сегодняшний расклад, да, не об этом, но я не могу не сказать, да, что Луна и Дьявол еще и в перевернутом своем значении, перевернутая сила, здесь, собственно, есть указатели на некое магическое воздействие на вас конкретно. То есть то, что происходит, происходит не случайно. Может быть, вы задавали себе этот вопрос. Да? Для того, чтобы это все уточнить, вам нужен, конечно же, личный расклад, да? Потому что расклад здесь общий. Значит, здесь могло быть воздействие на вас, вот эта вся история в вашей голове разворачивается не случайно. Да? Кто воздействовал, для чего, мужчина или еще кто-то, да? Это уже на индиве, да, на личном раскладе. Значит, что еще я хочу сказать? Также вот это воздействие может быть не про приворот, не про то, что он вообще появился у вас в голове, а про то, что ситуация могла складываться немножко по-иному. То есть возникло притяжение, и вы стали с человеком общаться. Я не вижу, чтобы были сексуальные отношения. Я вижу общение. То есть вы стали общаться, и вы четко понимали, что мужчина к вам проявляет любовный интерес, что это не просто что-то дружеское или коллегиальное, да, рабочее, что это именно любовный интерес. Но в какой-то момент он отморозился резко, или вы резко поругались, или он резко вас заигнорил, заблокировал, вы вообще не поняли, что это было. Да, то есть вот это воздействие, оно могло быть рассоркой как таковой. То есть не из-за того, что у вас человек появился, да, как бы в голове, а именно что-то такое начиналось и моментально разрушилось очень резко, непонятно для вас. Ну вот, хорошо. Ситуация более-менее ясна. Давайте смотреть чувства человека к вам. Давайте смотреть чувства человека к вам. Ага. Ага. Так, ну очень похоже все-таки на приворот с его стороны. Да, не на общем раскладе, конечно, такие вещи здесь обозначать. Значит, никуда не денусь от этого, если честно. Энергия идет. Значит, чувства какие? Вы ему нужны? Человек влюблен. Человек влюблен, и человек зациклен на вас. У него очень болезненная зацикленность. Вы для него какая-то звезда. Он ваш поклонник. При этом этот человек является вашим тайным поклонником. Он где-то за вами подглядывает. Или у вас есть своя страница где-то. Или это может быть мессенджер, там, я не знаю, в сети, не в сети. Он постоянно на вашем канале энергетическом находится, да, то есть он постоянно вас курирует, если так можно сказать, не отпуская вас ни на секунду. Поэтому вот эти вот дебаты у вас в голове с ним, да, вот эта мысль зацикленная, она не случайна. Этот человек постоянно думает о вас. Он влюблен. Эта любовь очень болезненная. Она как бы далека от нормальных человеческих эмоций. Понимаете? Она очень сокрыта.
Он понимает, что с ним происходит. Это не то, что она скрыта от него. Нет, он просто не хочет, чтобы вы об этом знали, чтобы вы понимали, что с ним происходит. А с ним происходит вот прям, ну, какой-то кавардак. Какой-то кавардак. У него колоссальное притяжение к вам. Вы и красивы, и сексуальны, и умны. Вы какой-то идеал. Вот он прям преклоняется перед вами. Но при этом у него есть колоссальное желание делать вам больно. Не знаю почему. Может быть, это какое-то самоутверждение, что вот женщина такая классная, такая офигительная, надо обязательно ее унизить. Надо сделать так, что я буду выше за счет этого, понимаете? Если человек не может до вас допрыгнуть, то вот этот конкретный человек, да, будет пытаться вас опустить ниже своего уровня для того, чтобы чувствовать себя высоким, да, чувствовать себя значимым. Вот. Чувства есть, но они очень, вот такого характера, они очень странные, да, очень странные. Думает о вас с утра до ночи. Он вас безумно ревнует. Он вас безумно ревнует. Если у вас есть муж, значит к мужу. Если у вас нет мужа, да, есть какие-то поклонники, вот он себе этих поклонников всех дорисовал. У нее столько мужиков, да столько ей написывают, да столько стоят там в очереди у нее в подъезде, да, возле дверей. Юкорный бабай, я ее никому не отдам, я ее безумно ревную. У него очень агрессивная ревность в вашу сторону. Как будто бы вы уже его женщина, и вам не позволено обращать внимание на кого-то еще. Понимаете? То есть вот он здесь думает о таких вещах. Значит, он все время, если была переписка, перечитывает переписку. Если не было переписки, он все время хочет написать. У него вот какие-то мысли, надо написать, надо написать. Или я жду, когда она напишет. Вот какие-то такие вещи, он все время сидит в этих мессенджерах. 100% вы заходите в мессенджер и видите, что он сидит в сети. Или только что был. Вот как, знаете, раз след от него остался. Вот, значит, здесь есть чувство. Чувство есть зацикленность на вас. И ваша луна, то есть ваши мысли об этом человеке, ваша пластинка, заевшая в голове, она не случайна. Здесь именно от него идет этот подтекст. И если мы говорим о воздействии, то здесь скорее, да, этот человек или что-то заказывал, или что-то там сам из интернета, да, как бы увидел, позажигал свечечки, поколдовал, уж я не знаю, но то ли он пытался это сделать, то ли он это прям сделал. Понимаете? Хорошо. Какое будущее вас ждет? Что этот человек готов вам предложить? Стоит ли игра свеч? Какое будущее вас ждет? Стоит ли игра свеч? Этот мужчина от вас не отстанет, потому что он считает, что он вас любит, и вы его прям любовь из любовей. Любовь всей его жизнью. Значит, он вам этот кубок будет переть, нести и тыкать этим кубком, в общем, во всех возможных положениях. Рыцарь жезлов, туз кубков. Я люблю тебя, и я тебе это все, значит, тащу. Значит, вообще все будет зависеть от вас. Я бы на вашем месте, конечно, да, ну, то есть очень хочется посоветовать вам обратить внимание на болезненность его чувств, его восприятия вас. В этом есть что-то настораживающее. Ну, это серьезно вам говорю. Если человек делал на вас заказ магу, это прям красный флаг. Подумайте об этом. Потому что будущее у вас есть. Есть будущее. Здесь мужчина будет вас добиваться. Мужчина будет появляться как черт из табакерки. Даже если вы о нем уже забыли, и он куда-то исчез. Хренак, не пойми откуда, что-то написалось, откуда-то возниклось. Я даже не исключу, что он будет
проявляться с каких-то чужих аккаунтов под чужим именем, типа это не я, и общаться с вами, признаваться вам в любви, говорить о каком-то будущем от чужого имени, от имени какого-то другого мужчины. То есть здесь какая-то такая, знаете, тайная-притайная история. Через время она выплывет наружу и станет для вас явной, конечно же. Да, ну вот вопрос, чтобы потом не было мучительно больно. Значит, мужчина будет предлагать вам любовь. Более того, мужчина будет предлагать вам что-то серьезное по иерофанту. Совместное бытие, брак, партнерство некое. Да? То есть тут все зависит от того, в каких вы оба положениях семейных находитесь. Вот, значит, и здесь возможно действительно движение рука об руку. Но почему-то здесь переворачивается императрица в девятку мечей. То есть у вас, нам говорят в будущем, да, будет страдание и потеря ресурса. Все так прекрасно начнется. Любовь, страсть, я люблю тебя, давай что-то делать, давай создавать семью. И потом вы плачете, и потом вы чувствуете, что уходит энергия. Да, и приходится себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать из болота за волосы. Да, то есть здесь будет какая-то проблема. То, что изначально будет предлагаться и как будет развиваться поток событий в ваших жизнях, да, в вашей общей реальности, все это, ну то есть первоначальный поток событий будет очень таким красочным, страстным, с надеждами на будущее, а потом почему-то у нас уходит ресурсность ваша. И вы сами себя вытаскиваете за волосы. То есть вот прям подумайте над этими всеми вещами. У вас есть общее будущее с человеком, да, но я не могу вам сказать, что эта игра стоит свеч. То, что она будет продолжаться и спровоцирована она будет этим мужчиной, это однозначно. Вы ему нужны. Он как-то, знаете, вообще без вас не может. Болезненная зависимость от вас. Вот. Но нужно ли это вам? Большой-большой вопрос. Потому что здесь какие-то ограничения. Вот знаете, идет вообще ощущение, что это какой-то маньяк, да, который хочет вас получить, заполучить, причем таким честным путем, через брак, да, через любовь, через иллюзию вот этой вот любви безумной. А потом закрыть вас дома в 4 стенах, ты не работаешь, с подругами не общаешься, и вот как бы уже потом устанавливать какую-то жесткую власть над вами. Полностью вас ограничить, заточить в какой-то клетке и уже поменяться местами, да, ну что, я был твоим поклонником, да, теперь будешь моей рабыней. Вот как-то так это все выглядит. Ну, прям нехорошо. Энергия идет неположительная, несмотря на всю эту любовную морковь. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся далее. Троечки. Троечки. Что между вами? Веселье и легкость. Так, ваша тайная страсть, да. Почему она тайная? Ну, потому что император есть у вас, и, скорее всего, вы здесь замужем по справедливости. Значит, у вас есть семья, у вас есть муж,
Он очень жесткий, он очень такой давлеющий, скорее всего, обеспечивает вас. На него выпадают такие серьезные, да, арканы, как император. Здесь маяковал мне иерофант, справедливость. Это говорит о том, что муж такой домостроевец, да, стукнул кулаком, жена прибежала, супчик принесла, значит, рубашечку сняла, шею помассировала, рукой махнула, ушла. То есть вот такой вот жесткий и очень давлеющий муж. И тут вам встречается такой разбитной, веселый, очень эмоциональный молодой мужчина, скорее всего, моложе вас, да, с которым очень легко общаться, которому хочется довериться. Да? Можно быть искренней, можно быть с собой, можно смеяться, можно говорить глупости. И вот он вас воспринимает как девчонку. Да? Муж дома воспринимает вас как прислугу, возможно, да, или как вещь, которую он себе приобрел. Вот. А этот мужчина, он видит вас девочку, он эмоционально вас заряжает, с ним легко, хорошо, весело, кайфово. И вы как будто бы все время убегаете в эти отношения. Да? Вам он нужен, вы сами к нему очень сильно стремитесь, именно потому что вот он дарует вам это состояние легкости. Дома вы боитесь, дома вы пришиблены, придавлены авторитетом вашего мужа. А с этим мужчиной вы летите, у вас как будто бы крылья вырастают, да, вы такая вот вся воздушная, классная, сексуальная. Я еще женщина, да, я вспомнила, что я женщина. У вас открылись благодаря встрече с этим мужчиной какие-то способности, может быть, захотелось чему-то учиться, да, может быть, эзотерическому или чему-то творческому, да, захотелось какую-то студию свою открыть, может быть, картину какую-то написать, да, или стихи, или книгу. То есть вот как будто бы этот молодой парень, он включил в вас что-то такое вот вдохновительное, прекрасное, замечательное, понимаете? Ваша душа поет рядом с этим мужчиной. Вот, ну, вот такая как бы ситуация. Вот такая ситуация. Давайте посмотрим, что он к вам чувствует. Влюбленность. Чувствует влюбленность и безнадегу. Что чувствует этот мужчина? Он чувствует, что он влюблен. Он действительно влюблен, он действительно испытывает рядом с вами вот эти все классные эмоции, такие же, как и вы. И его к вам очень сильно тянет. Он действительно видит вас кубковую прекрасную королевишну. Она такая нежная, она такая женственная, она такая вся тактильная, она такая вся девочка-девочка, да, в мире женщин, похожих на мужчин, да, женщин-императоров, женщин с яйцами. Вот она хрупкая, нежная, какая-то доверчивая, женщина, которую хочется оберегать, женщину, которую хочется нести на руках. Даже если в жизни вы не такая. Вот он вас такой видит, он вас такой чувствует, понимаете? Моя девочка, моя хрупкая кубковая королева, моя любимая, говорит он. Очень восторженный юноша, скажу я вам. Вот, значит, он восторженный, он вас очень сильно идеализирует. Вот. И, конечно, здесь есть чувство. Это чувство именно влюбленности. Такой, знаете, первой влюбленности, гормональной, когда бабочки в животе, когда тянет, когда какие-то вот ночные метания, и хочется к ней, и какая-то такая
ревностью, колами, с кем она сейчас, кто сейчас ее обнимает и ласкает, да. То есть вот это вот все есть у него. И наравне с этим понимание того, что ничего не будет. Я влюблен. Я наслаждаюсь моментом, понимая, что завтра может не быть. Я сейчас вдыхаю запах этой любви, понимая, что завтра она мне может не ответить или послать меня, или сказать, что ничего не будет, потому что у нее есть муж, которого она боится, от которого она никогда не уйдет. У нее есть этот жесткий император. Значит, человек за вами наблюдает, он где-то ищет ваше изображение для того, чтобы вот постоянно вы были рядом. Да? Есть очень много сексуальных мыслей, ощущений в вашу сторону. Ощущение, что вы его покорили, что вот вы как-то, появившись в его жизни, его полностью вот как обняли своей энергией, да, как-то вот околдовали, но в хорошем смысле этого слова. Вот, вы его императрица, вы главная женщина жизни, он перед вами преклоняется, он не видит никого другого сейчас, да, рядом с собой. Вы очень важны, но при этом колоссальное внутреннее ощущение, что мы все время ходим по грани, и вот завтра эта грань оборвет наши отношения, да, то есть мы сделаем шаг за грань, и отношения закончатся. Понимаете? То есть вот хочу сейчас ее вдохнуть, потому что еще чуть-чуть, еще шажок, и все закончится между нами. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, есть ли какое-то будущее у ваших отношений с этим мужчиной. Стоит ли игра свеч? Угу. Так, здесь ваш брак нерушим. Ваш мужчина, ну, ваш муж никогда вас не отпустит. И с ним связано ваше благополучие, финансовое в том числе. Этого очень много. Поэтому, если вы все-таки, да, сделаете какие-то шаги серьезные по выходу из отношений с мужем, вы потеряете эту 9 кубков, это благополучие. Вам придется думать о тех вещах, о которых, возможно, вы сейчас не думаете. Ну или боитесь думать. Я не скажу, что вот данный мужчина уйдет из вашей жизни. Нет. Значит, у вас, как показывают карты, да, сохраняется треугольник, сохраняется вот эта конфигурация отношений. Есть брак, очень жесткий, такой, знаете, контролирующий, и есть тайные отношения, в которых вы отдыхаете от своего брака. Значит, этот мужчина в вашей жизни присутствовать будет, но будет какой-то момент, когда страсть захлестнет вас обоих настолько, что вы готовы будете совершить непоправимые шаги. Ну, скорее всего, речь идет о разводе, да, что вы захотите развестись и начать все заново. Дело в том, что этому мужчине нечего вам предложить, исходя из вашего сегодняшнего уровня. Может быть, он и зарабатывает, да, но недостаточно для вас. Может быть, он что-то имеет, но не такое, как вам нужно. Не такое, как вам предлагает ваш муж. Да? Вот, соответственно, страсть может захлестнуть вас обоих и довести вас до принятия, вас конкретно, до принятия такого болезненного решения, да, которое может очень сильно изменить вашу жизнь. Но
Карты говорят о том, что вы выйдете в мечевую королеву, а в этой колоде это очень мудрая женщина, которая принимает решения рационально, а не эмоционально. Да? И вы примете решение как-то остановить этого молодого мужчину, как-то, наверное, поставить его на место, да, или объяснить ему, что или он будет оставаться в роли вашего любовника тайного, да, и вы будете оставаться с мужем, или вы будете оставаться с мужем без него, как тайного любовника. То есть здесь с вашей стороны будет не то, что охлаждение, а рационализация процесса. То есть вот вы будете внутренне уже готовы сделать какой-то шаг, а потом произойдет что-то, что вы сделаете, ну, как говорят карты, правильный выбор, да, остаться со своим мужем, остаться в комфорте, ну, может быть, знаете, в течение нескольких лет себя как-то подстраховать финансово. Может быть, это имеется в виду, прежде чем принимать какие-то решения. Короче говоря, в обозримом будущем у вас останется и ваш муж, и этот мужчина, и этому мужчине придется через боль, через психи, через обиду принять какое-то ваше решение о том, что вы никуда не уходите, вы остаетесь в семье, и если он хочет присутствовать в вашей жизни, то он может присутствовать только как третий фактор. Как-то так. То есть вот такое совместное будущее, ну это ближайшее совместное будущее, да, вам здесь предрекают. Уж стоит игра свеч или не стоит игра свеч, это уже решать вам, мои дорогие. Вот такой сегодня интересный разбор получился. Благодарю вас за ваше внимание. Хочу напомнить тем, кто не знает, да, что я открыла второй канал, который называется Людмила Шпакова в потоке. Приглашаю вас стать моими подписчиками. Переходите, пожалуйста, по ссылочке под этим видео и под любым другим видео на канале. Переходите, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. На новом канале тоже идут расклады, да, таро-разборы. Будет очень-очень много дополнительных практик, когда канал немножечко, да, разовьется. Поэтому приходите, всегда вам рада, и становитесь моими подписчиками. Ну и как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.